нечего ждать, пока все приготовятся, это никогда не случится, надо идти и делать. Тем, что ты взяла Колю под опеку, ты не поставила крест на своей жизни. Может, только на своей спине. Ну, я не занимаюсь всей Россией, потому что это не мой размер. Я уже не молодая. Наш первый офис был бордель. Лид, почему ты носишь черное платье? Это траур по твоей жизни? Ты святой человек, Лид. Просто будет стыдно жить дальше, если ничего не сделать. Когда ты забираешь человека 12 лет, у него вдруг все впервые в жизни. Кем бы ты родилась, мужчиной или женщиной? Да мне все равно, женщина, я уже привыкла. Коля остается здесь. Нет, у него судороги, мне нужно его видеть. Да? Хорошо, давай. Коль, сейчас главное, чтобы он проехал. Сейчас проверим, видно ли. На каком столе буду сидеть? Вот на том. Ближе к лампе. Посмотри. Видно, все хорошо. Все хорошо. Сейчас захлопну еще. Коля подскочит. А, точно, ребята, я не буду хлопать. Ну не, ну хлопни, хлопни. Я вот так сделаю. Лид, какой цвет выбираешь? Бежевый. Бежевый. Пойдем. Была ли ты готова к тому количеству ненависти, которое обрушится на твою голову в связи с опекой над Колей? Нет, я вообще обалдела, конечно. Мне это непонятно, как можно ругать человека за то, что он взял ребенка из интерната. Мне это непонятно. То есть ты думала, что они будут тобой восхищаться? Так все восхищались. Пока мы дома сидели, я описывала, как Коля плохо, все восхищались. Как только мы из дома вышли, тут все это и началось. А самое критическое количество комментариев — это была серьга и это вертолет. Нет, оно все шло по нарастающей. Серьга, потом школа, потом вертолет, потом опека пришла. А люди, которые написали на тебя донос, после которого к тебе пришла опека, как ты себе их представляешь? Вот это кто? Ну, я их имена знаю. Это сотрудники НКО. Это сотрудники благотворительной организации. Когда люди идейные, такое получается. А что было написано в доносе? Если уж ты знаешь их имена, то ты, наверное, знаешь текст доноса. Ну, что нужно меня остановить. Потому что ты что? Ну, потому что я плохо о Коле забочусь. Ухо ему прокалывала, на вертолете катала, на метро с ним езжу. А должно быть? Ну, наверное, надо в медучреждении лежать в палате и соблюдать все эти санитарные правила, с ничьей флорой не смешиваться. Слушай, ну а если вот серьезно, как ты себе представляешь, что двигает людьми, которые предъявляют тебе претензии в том, что неправильно заботишься? Чувство обиды, чувство вины, чувство зависти? Ну, все из какой-то своей реальности. Кто-то сталкивался с ребенком с аутизмом или родитель ребенка с аутизмом, и он думает, вот если моего ребенка отвезти в школу, он там всего напугается, для него травма будет. И это на Колю переносит, что и для Коли тоже будет травма, и дальше начинает бороться за права Коли, чтобы его не травмировала школа. Кто-нибудь боится сам ходить в метро, потому что боится заразиться, и считает, что и Коль тоже не надо в метро возить. У каждого своя идея, просто почему-то я так заметила, что когда кто-то усыновляет или берет под опеку ребенка, то все ему совет начинают давать. То есть, погоди, для вот тех в общей сложности, по-моему, 50 тысяч комментариев, которые тебе написали, не все из них, справедливости ради, были человеконенавистническими, но вот для этих людей лучше и проще и понятнее было бы, если бы, взяв под опеку Колю, ты заперлась бы дома и никуда не выходила, и ничего нового бы с Колей не делала. Мне бесконечно писали, пора уже снять розовые очки и стать мамой ребенка-инвалида в России. Это когда ты садишься, и твоя жизнь заканчивается. Одеваешь на Колю вязаные носочки, укрываешь его пледом и сидишь, грустишь дома. Коля, привет. А как правильно сделать так, чтобы Коля почувствовал, что я с ним здорова? Пока он спит никак. А пока он спит никак. А когда мы пойдем гулять, он проснется? Не факт. А как вот ты живешь, понимаешь, что ты не всегда знаешь про то, что он чувствует? А я знаю, что он чувствует. Например, если ему не нравится, он морщится, у него лоб нахмуренный. Так было с самого начала? Ну нет, я сначала вообще не обращала внимания. Я сейчас пересматриваю фотки там первого месяца,
которые мне казались, я его очень хорошо сфотографировала. Сейчас уже я понимаю, что вообще-то он сейчас не улыбается, у него судороги, или он там весь нахмуренный, значит, ему неудобно лежать. Но не сразу этот его язык можно выучить. Так, когда с ним проживешь какое-то время, тогда уж понимаешь всякие маленькие штучки. Как Коля оказался твоим подопечным? И мне вообще тема интернетов очень не нравилась. Я старалась про нее вообще не думать, потому что мне казалось, что ничего невозможно улучшить. Такой концлагерь, в который ты там что ни делай, не знаю, пеленки, памперсы не покупай, все равно лучше там концлагерем останется. Это ужас. Его надо разрушить, другую систему создать, и это все очень тяжело. Но я это знаю, но не делаю. Поэтому мне про интернет думать очень тяжело. И мы как хоспис помогали всем родительским детям и не помогали детям в интернатах. И так было лет 7, наверное. И это, конечно, несправедливо, потому что если у ребенка есть мама, то он получит кучу всего, а если у ребенка нет мамы, он живет в этом концлагере, он ничего не получит. И в какой-то момент уже я поняла, что это несправедливо, и что надо детьми из интернетов тоже заниматься так же наравне, как и с семейными детьми. И мы приехали все московские интернаты, посмотрели там всех вообще детей и выбрали самых тяжелых, 12 человек вот из всей Москвы, которыми хоспис будет заниматься, и Коля вот был в их числе. Там все вообще одинаковые лежат, в одинаковых кроватях, одинаково худые, скрюченные дети, которые вообще особо не реагируют, когда ты к ним подходишь. И я их смотрела там скорее как тела. Кто худой, кто с трубками, кто там весь скрюченный, тот наш. И не идентифицировала Колю или каких-то еще других детей. Они там, правда, все одинаково стриженные, коротко, в этой казенной одежде, в какой-то младенческой расцветке, простынях, даже если уже 20 лет человеку. Ну и все лежат. И мы отобрали там 12 самых кривых, худых и косых. И наша команда начала ими заниматься. Я просто на собраниях сидела и слушала, они там про каждого ребенка рассказывают, про Колю, что ему нашим няням, которые туда приходят, не разрешают Коле футболку менять, потому что он типа очень хрупкий, его лучше не трогать. Что не разрешают, он там в берушах лежал, потому что считалось, что у него судороги могут быть от звуков, но что эти беруши снимать нельзя. И я так сейчас вспоминаю, такие тупые там были отчеты, что пришел игровой терапевт, поет Коле песню, а потом в отчете пишет, что, кажется, Коля ничего не услышал, потому что лежал в берушах. Вот такой бессмысленной деятельностью. Но очень мало нам разрешали там делать. Кормить через гастростом это вообще нет, это только медсестра может. Слюни, сопли ребенку убирать с помощью аспиратора нет, тоже надо звать медсестру, которая придет, уберет. Колю на улицу вывести нет, он такой слабенький, больной. Там это называется симптоматика, что у Коли какая-то симптоматика, поэтому ему не надо никуда ходить, ему безопаснее в кровать лежать. Вот так мы там валандались, непонятно, что делали, непонятно для чего. А потом начался коронавирус. И вот для этих детей это супер повезло, что он начался. Пока все как-то так тянется, ни шатка, ни валка, то все остается как есть. А когда прям кризис, что ты понимаешь, что или они там сейчас все умрут от коронавируса, потому что когда в одном помещении 12 детей, один заболел, все заболели. И там один ребенок попал в реанимацию, умер, второй тоже попал в реанимацию. Но мы поняли, что там неделю подождем, все умрут. И тогда вот был выбор, что или сейчас все умирает, или мы быстро что-нибудь делаем. И тогда мы как-то за 2 дня их много разобрали, 6 детей. А почему большинство мам детей-инвалидов в России не может жить так, как ты? Помощь, потому что у них нет. Вот если бы мне хоспис не дал коляску, которая стоит 700 тысяч рублей, я бы просто не могла бы из дома выйти, потому что не на чем, я школь на руках не понесу. А если нет хосписа, кто такую коляску даст? Никто. Потом подъезд. У нас куча семей не может выйти из дома, потому что живет на каком-то там 3-5 этаже без лифта. И как ты потащишь своего ребенка по лестнице? Может, один раз по особо важному поводу ты его стащишь, или всех соседей позовешь, тоже стащишь. Но каждый день никуда не будешь ходить. Транспорт. Если ты не можешь войти в автобус, это у нас в Москве более-менее доступный транспорт, а в регионах недоступный. Испытываешь ли ты что-то типа вины перед ними? Нет, конечно. О чем мне испытывать вину, когда я для 900 детей в год делаю то, что для Коли делаю. Мне просто хочется, чтобы
эмоции, которые у людей есть, там негативные, они переходили бы в какую-то деятельность. Вот ты, например, злишься, что у тебя в регионе нет такого хосписа. Ну, пойди сделай что-нибудь, там, найди такого ребенка, дай ему деньги на няню, купи ему памперсы. Ну, что-то надо делать, чтобы исправлять ситуацию. Просто так сидеть и нудеть, что у вас все плохо, бессмысленно. Ну, я, может быть, неправильно сформулировала что-то типа вины, что-то типа неловкости, наверное, что у тебя это есть, а у них этого нет. Ты можешь себе это позволить, а они нет. Нет, мне кажется, очень важно, что хоспис делает, он подает пример, как все может быть. То есть, когда ты знаешь, к чему вообще можно стремиться, то есть не то, что у тебя рождается ребенок, все же, на твоей жизни крест, будешь теперь сидеть дома и грустить. Может быть по-другому, да, для этого нужны ресурсы, силы, но это все то, что можно найти, это, в общем, наживное. Но какой-то жизненный маршрут может быть хорошим, позитивным и нормальным. Как тебя не убила эта ненависть, которая на тебя обрушилась? Да ненависть вся в интернете. Так на улице, когда выходишь, никакой ненависти нет. Все, кого я лично встречаю, мне никто ничего еще плохого не сказал. Все только в интернете комментарии пишут. А в реальности-то этого нету. Ну, ты переживала? Ну, конечно, неприятно. Главное, меня злила вот эта вся история с опекой, с жалобами, что я должна какие-то объяснения написать. Мне попросили документ, что я обучена ухаживать за такими детьми паллиативными. Это, конечно, смешно. Кто такой документ должен мне выдать, если хоспис больше всех вообще умеет с такими детьми ухаживать? Ну, время, то есть я должна встретить опеку, объясниться. Это все неприятно. Сколько стоит лекарство на один день Колиной жизни? Я не считала. Ты миллионерша, что ли, Лида? Да, я стала действительно миллионершей, потому что я на Колю стала получать 80 тысяч рублей разные выплаты. Я сама не ожидала, что так будет. То есть, потому что 60 тысяч рублей дает опека, там всякие разные выплаты, и 20 тысяч переводят его родители как алименты. И, в общем, на эти деньги, ну, питание дороговато у него. Одно питание 50 тысяч в месяц стоит. Вот это? Угу. Ну, а лекарства, в общем, хватает. Сейчас придут люди, которые тебе скажут, что ты его усыновила. Ты под опеку взяла его, да? Под опеку, да. Сейчас придут люди, которые тебе скажут, что ты взяла его под опеку, чтобы нажиться. Ну, пусть скажут, и тоже возьмут, все наживем, все будет хорошо. О неготовности системы жить вместе с детьми с инвалидностью, что ты узнала об этом, когда у тебя появился Коля? Вот ты проехала на Сапсане. Мы сейчас с тобой ехали, ты мне рассказала, что в Сапсане есть только одно место для ребенка-инвалида, то есть один ребенок, один поезд. Что еще? Туалет сейчас моя больная тема. Я не знаю почему, но все туалеты делают так, что туда невозможно проехать на коляске, хотя вообще-то есть Туалеты норма. уличные имеется в виду? Да не только уличные, в кафе приходишь. Недавно Коля покакал, я прям посреди зала в ресторане должна была менять ему подгузник, это всем воняло, потому что там был такой узкий проход в туалет, туда невозможно было пройти. Такое ощущение, что как-то не думают про то, что человек с инвалидностью, бывает, нужно в кафе, в туалет попасть. Что еще? Меня бесит подземные переходы. Ты туда не можешь вообще спуститься с коляской, потому что там нету лифта, там очень такой резкий пандус. Я написала письмо Собянину, что я прошу переделать все подземные переходы, а мне ответили, что это исторически, их невозможно переделать. Может ли весь мир перемениться таким образом, чтобы быть комфортной средой для людей с инвалидностью? Это реально? Ну, я не знаю, мы должны к этому стремиться, все время что-то менять. Тут натолкнулись на проблему, ее исправить, натолкнулись на следующую, ее исправить. Так вот заранее идеальный мир, конечно, не создашь. Главное просто, если нашли проблему, ее исправлять, а не смиряться с ней. А как называется Колин диагноз? Ну, у него там на целый лист диагнозов. Основное, что его в родах повреждение там какое-то случилось. Теперь диагноз органическое поражение центральной нервной системы. Ну и потом там нанизывается еще куча всего, что у него микроцефалия, эпилепсия. Ну, в общем, это особо бессмысленно, эти диагнозы все. А ты говорила, что еще часть денег платят как алименты родители Коли. Угу. То есть они существуют, ты их знаешь? Да. Они приходят, навещают, с ним общаются. Это что? А как ты к ним относишься? Но мне хочется, чтобы у Коли были бы родители, чтобы он с ними бы общался, и поэтому я стараюсь создавать им все условия, чтобы им хотелось к нему приходить. Там вот эту икону мама ему подарила, скажет, чтобы я повесила над кроватью, я повесила. В дни, когда мама приходит, я одеваю ему ту одежду, которую она ему подарила, фотки шлю, чуть ли не каждый день.
Ну, зову в гости. Мне кажется, чем у Коли больше вот людей, кто его любит, тем лучше ему. Но они его не навещали, пока он в интернете был. С ним мама познакомилась только спустя 12 лет уже тут у меня. То есть ты ее нашла? Ну, там особо искать не надо было, потому что они должны алименты платить, поэтому их контакты были. А у них есть при этом сейчас обычная семья, там тоже есть какие-то дети, и все вокруг не знают, что есть Коля. Как ты к этому относишься? Ну нет, ну как такой трагедии, я бы сказала, нашего общества, потому что когда Коля родился, его маме было, по-моему, 23 года, и ей в роддоме, не сказали, что вы можете забрать его домой, у вас там будет помощь, мы вам будем помогать. Там были очень уверенные в себе женщины, которые сказали, что таких детей передают в интернат, а вы с ним дома не справитесь. Но когда человек малоинформированный, когда ему так уверенно говорят, еще вообще женщина после родов, я так понимаю, не очень в адекватном состоянии. И, в общем, родители написали отказ, и мама мне рассказывает, что ей было очень плохо, когда она вернулась домой, что она несколько лет вообще есть не хотела, на улицу не ходила. Прямо она скажет, что было ощущение, что у нее часть тела какую-то оторвали. Это все, депрессия у нее такая тяжелая была. И как можно осуждать такого человека? Тут скорее осуждаешь нашу систему, которая... можно было бы прийти и сказать, да, у вас такой ребенок, но с ним можно жить дома. Вот там посмотрите фотки, как другие дети живут на море, ездят, в школу ходят. А когда тебе говорят, вы не справитесь, там нужны особые условия. И мама, в общем, мне интересно, конечно, с ней общаться, потому что, в общем, она говорит, что она всю жизнь жила с мыслью, что Коле нужны особые стерильные условия, особый уход, особый персонал, что то, что находится в интернете, это очень хорошо, потому что там знают, как за ним ухаживать. И все должно быть такое особое, специальное. И когда я ей стала слать фотки из нашей жизни дома, когда она увидела, что я его на улицу вывезла, она решила, что я сумасшедшая, потому что вообще зачем Коля на улицу? И это был первый мотив ее к нам приехать, чтобы проверить, насколько я сумасшедшая. Но 12 лет до этого у нее не было ни одной идеи приехать в интернат, посмотреть. Она приезжала, но ее не пускали. Там такая система. Она приехала, когда ему было 3 года, наверное, или 2. И ей тоже эти женщины сказали, вам лучше этого не видеть. И она испугалась и уехала. Потом она 2 раз приезжала, уже постарше он был. Ей сказали, что чтобы пройти, надо сделать медкнижку, флюорографию, прививки, пройти осмотр у врачей, потому что такие дети, они очень к инфекциям, опасно, и чтобы к ним пройти, надо это все сделать. И мама тоже что-то напугалась, и они уехали, и так она его и не видела. Когда мама стала Колю навещать, это прям целая такая работа, что мы ее учим, как его взять, как переместить, что с ним можно делать. Бассейн попросили ее с ним сходить, научили ее, как купать, теперь она сама купает. Общение же складывается с каких-то дел, а эти дела, чтобы уметь делать, надо, чтобы, во-первых, тебе разрешили, в интернете не разрешат, например, маме в бассейн залезть. И показали, как это делать. А как твоя жизнь изменилась после того, как вы стали жить вместе с Колей? Ко мне домой стало куча народа ходить, и меня это просто ужасно бесит, потому что раньше я так довольно, конфиденциальная у меня была жизнь. Вот моя комната, только мои друзья довольно редко ко мне приходят. Потом началась опека, ко мне должна ходить. Кто еще ко мне ходит? Районная поликлиника. 1 раз Коле надо было анализ взять, 3 человека пришли. И все это у него часто в первое время что-то надо было делать. Каждый день няня, медсестра приходит, врач приходит. И вроде они мне все нужны, я им всем благодарна, но каждый день какой-то чужой человек приходит ко мне домой, и это очень тяжело. Хорошо, а работать ты можешь? Да, я как обычно работаю. Его няня утром забирает, я иду сама в хоспис, работаю там. Потом Коля, он такой тихий. Собственно, если бы он мне мешал бы работать, я бы его не оставила у себя. Коля может лежать на кровати, я могу сидеть за компьютером, работать, и никто друг другу не мешает. Если бы он требовал все время внимания, то не получилось бы у нас. Как изменился Коля после того, как он стал ходить в школу? Пока никак не изменился, он там был всего пару раз, все это время проспал, потому что это утром не его время. А он как ты, сова, да? Да, он под утро засыпает. А потом начался каникулы, карантин, и, в общем, пока еще рано что-то говорить.
Ты говоришь, что его класс ресурсный. Что это значит? Ну, это все тоска, в общем, страшная. В районе делают ресурсную школу, а потом всех инвалидов района и всех детей из СНГ, которые плохо говорят по-русски, вот у Коли школа для инвалидов и для киргизов. Их всех определяют в одну школу. То есть идея ресурсной школы была, что там есть ресурсы, чтобы всем остальным помогать. Например, там пришел в школу такой ученик, они обращаются в ресурсную, ресурсный им говорит: учите вот так и так, вот вам методические пособия, мы вас поддержим. Но в реальности всех сваливают в эту ресурсную школу, и там очень смешно мне рассказали, что киргизы травят инвалидов за то, что те инвалиды, а инвалиды им говорят: а сами вы киргизы. В общем. То есть получается, что это все равно гетто? Да. Вот мне кажется, процент людей с инвалидностью в одном месте должен быть не больше, чем 10-20%, иначе это правда гетто. Не, ну то есть по факту они говорили про инклюзию, про совместное обучение людей без инвалидности, людей с инвалидностью. Но в итоге это все оказалось каким-то гетто, куда загнали всех и еще киргизов. Да, всех, кто не вписывается в успешное общество. Как, по-твоему, должна выглядеть инклюзия, и готова ли у нас к этому система образования, что важно, и общество, что тоже важно? Ну, мне все равно, готовы, не готовы, понимаешь? Никогда. Ну, как так все равно? Ну, подожди, готовы или не готовы? Если не готова система образования, как ты можешь организовать инклюзивный класс, если система не готова обучать еще плюс ребенка, который идет не по этой программе? Но мне правда все равно, кто к чему готов, понимаешь, никто никогда не будет готов к такому ребенку, как Коля, пока Коля туда не придет. А, вот так ты считаешь? Ну да, то есть все начинается с конкретного человека, для которого это надо сделать. Ну, не знаю, не будет никогда паллиативной помощи, пока не появится ребенок, которому нужна паллиативная помощь. Не будет никогда в школе пандуса, пока туда ребенок на коляске не придет. Вот приходит ребенок, и дальше надо всем начинать готовиться и все для него делать. Мне кажется, что такой-то очень русский подход. Не проще ли сперва все подготовить, а потом уже приглашать туда тех, кто этим может воспользоваться? На месте правительства, наверное, правильно было бы так подумать. А на месте человека, который за конкретных детей рубится, конечно, нечего ждать, пока все приготовятся, это никогда не случится. Надо идти и делать. По-моему, он собирается опять уснуть. Да, но не получится, там сейчас придется одеваться. Сейчас он успокоится. Ты можешь про себя сказать, что ты его уже любишь? Да, конечно. Это сразу случилось? Да, я так не знаю. Ну, просто когда человек такой беспомощный, тебе все надо делать, естественно, ну, уже привязываешься к нему. Мне моя мама молнии вшивает, так удобно. Иначе вообще не натягивается. Собственно, у него и не было штанов. А ты говоришь, что тебе мама молнии эти вшивает. То есть получается, что и мама, и папа, они одобряют всю историю с опекой над Колей. Ну, я не спрашиваю, одобряют они или не одобряют, но мама помогает. А папа? А папа, он художник, он картины в хоспис дарит. Что он про Колю думает, я не спрашивала. Но там они живут на 2-м этаже без лифта, поэтому я к ним даже не могу с Колей прийти. А ты сейчас никуда без Коли не можешь прийти? Ну, в рабочее время, только когда я с ним нянин, тогда мне на работу надо. А ты разговариваешь с Колей? Разговариваю, но когда никого нету. А что ты с ним разговариваешь? Жизнь ему свою рассказываешь? Ну нет, объясняю, что с ним делаю, что-нибудь ему там говорю. Но при людях как-то мне не хочется. Коля с серьгой в вельветовых штанах. Чрезвычайно модный парень. А Лида в очередном черном платье. Лид, почему ты носишь черное платье? Это траур по твоей жизни? Нет, я, кстати, не воспринимаю как траур, просто привычка уже. Потом не надо думать, что одеть. Когда все одинаковые одежды, это надевай второй, я пока этот завяжу. Это проблема выбора. Кстати, вот раньше Коля не возмущался, он вообще особо
не выказывал недовольство. Теперь научился показывать, что он недоволен. То есть в интернатах дети гораздо более воспитанные? Ну, он все время лежал, ни на что не реагировал. Все время, если что не нравится, он возмущается. А вот что ему прямо из того, что ты с ним делаешь, прям нравится? В бассейне ему плавать нравится. Бывает, что-нибудь даешь ему в рот попробовать, ему нравится. Кофе ему нравится, всякие там. Мы в рестораны часто ходим. У него там есть любимые блюда. Например? Манговый коктейль. Малиновый суп с мороженым. Так, еще что? И из вкусвилла всякие там манговые штуки. Когда ты с Колей сидишь в кафе, когда вы с Колей едете на метро, в троллейбусе, летите на самолете и так далее, это как бы не задевает права всех людей, других. С другой стороны, когда Коля оказывается в классе общеобразовательной школы, родитель, который привел туда ребенка с тем, чтобы он получил среднее образование, говорит, а не будет ли Коля мешать моему сыну или дочери изучать математику, физику, химию, русский язык и литературу? Не будет ли Коля мешать? Ну, а не будет ли этот ребенок Коля мешать изучать окружающий мир? То есть я вообще не считаю, что все мы друг другу в чем-то мешаем. Один ребенок в школе шумный, другой не шумный, один там хорошо видит, другой плохо видит. Все друг другу доставляют какие-то неудобства. Но я считаю, если тебе что-то неудобно, то ты уходишь, а не кого-то просишь уйти. Но с Колей я не считаю, что Коля будет кому-то мешать, но если кто-то не хочет видеть Колю, то уйти должен он, а не Коля. Аргумент людей, которые тебя обвиняют, следующий. Коля вряд ли будет подступать в институт, добьется успехов, получит ученую степень, там, я не знаю, совершит какие-то открытия на благо нашей Родины. А мой ребенок, говорит тебе человек, который тебя обвиняет, должен получить нормальное образование в школе, поступить в институт и трудиться на благо Родине. И Коля тормозит его в получении знаний. Но мы тут с одной мамой хосписа это все обсуждали. Она говорит, какой смысл, что мы изобретем 25-й вид iPhone, еще какой-то супер Боинг какой-нибудь, когда люди в целом такие злые, эгоистичные, гораздо важнее, чтобы мы учились друг с другом взаимодействовать, как-то были бы сами друг к другу добрее, общались бы, и вот скорее Коля этому может других людей научить. И, по-моему, это ценнее, чем 25-й iPhone. Под опекой хосписа 198 детей школьного возраста из Москвы. Из них в школу зачислены 103 ребенка, а 95 детей, то есть 40%, вообще не зачислены в образовательные учреждения. Всего 33 ребенка ходят реально в школу. 70% детей учатся на дому, то есть считают, что они ни в каком классе не состоят на самом деле. Вот такая статистика. Почему этим детям необходимо ходить в школу, как ты считаешь? Они же явно не получат образование с точки зрения обычных людей. А что такое образование? Мне кажется, это все-таки процесс узнавания чего-то нового. И любой ребенок, даже тот, который в коме, может узнавать чего-то новое. Там, чем отличается тишина от звука, холодное от теплого. И из этого жизнь состоит, что ты что-то новое узнаешь, жизнь развивается. У обычных детей есть такая жизнь, почему у больных ее не должно быть? А чтобы не мешать развиваться обычным. Вот тебе это все говорят. Развиваться в чем? В каких-то там знаниях это, конечно, хорошо, но гораздо важнее, не знаю, уметь взаимодействовать с разными людьми, понимать, что все разные. Просто когда ты начинаешь так делить, что этот достоин, этот недостоин, в любой момент такая, что ты сам недостоин, потому что, не знаю, ниже ростом, другого цвета глаза. Разделение — это очень опасно, можно самому в любой момент за чертой оказаться. А теперь итоги конкурса, который мы проводим вместе с нашими друзьями из Storytel. Вы должны были прислать вопрос, который я должна была бы задать своим героиням, но не задала. Больше всех вариантов вопросов получила Сардана Авксентьева, глава города Якутска. Победитель Алексей Бакунеев. Знаю, что Сардана Владимировна фанатка «Игры престолов». Эту тему мы действительно затронули в интервью, но вопрос. Девиз какого из великих домов Сардане Авксентьевой больше всего подходит? Теперь вопрос Татьяне Друбич, действительно классный вопрос от Юлии Кузнецовой. Кому из семейных врачей вы бы записались и доверили свою семью? Доктор Чехов или доктор Булгаков?
Ну и, наконец, вопрос для Риты Дакоты. Вопрос от Саши Н. Не знаю, мальчик или девочка. Но вопрос такой. Не отразились ли ваши отношения с отцом на восприятие мужчин в целом? Помогла ли песня «Цунами» освободиться от негативных воспоминаний? Со всеми победителями мы свяжемся прямо в Ютубе и вместе со Storytel подарим годовую подписку. Очень крутой подарок, сама бы мечтала. Коль, мы на финишной прямой. В общем, поэтому я везде опаздываю. То есть сколько тебе занимает времени, чтобы собрать Колю, чтобы уйти с ним из дома? 2 часа. Как можно работать, если у тебя 2 часа занимает времени? Ну, только... По будням няня это делает. Няне ты платишь деньги? Она сотрудница хосписа. Я нет. Это, если бы ты не была Лидой Маниавой, директором детского хосписа, у тебя бы тоже была бы бесплатная няня? Если бы я была пациенткой хосписа? Да. Ну, у нас там разные есть. В общем... Ну, это коррупция, короче, или это нормальное устройство вещей? Семьи могут выбрать. Они или получают 2 дня няни от хосписа бесплатно, или 25 тысяч рублей могут себе сами свою няню нанять. А сотрудники, которые взяли из интерната детей, вот нас там сколько? 6 человек, мы все получаем 5 дней в неделю няню, потому что мне важно, чтобы мы все работали. Угу. Ну, как бы, что мелочиться, например, там, если у меня будет няня 2 дня в неделю, и я буду работать только 2 дня в неделю, кому это лучше-то будет. Угу. Сколько обходится содержание такого, как Коля, парня в интернате государству в месяц? 250 тысяч рублей. Сколько ты на него тратишь? Сколько я на него трачу? Ну, 1100, наверное, вот на все на это. А куда уходят государственные 150 тысяч? Ну, там много надо. Когда у тебя здание большое, там надо оплачивать вырубку деревьев, что-нибудь там с кровлей, пожарная безопасность. Но это же вообще никак не связано с детьми. Ну, а без этого интернет не может работать. Куча там инженер-АХО. Но чисто финансово получается, что государству выгоднее таких детей, как Коля, раздать в семьи. Гораздо выгоднее, конечно. Почему он этого не делает? Ну, это очень коррупционная схема с этими интернетами. Собственно, ничего существует, что это всем выгодно. Куча денег туда-сюда. Кому выгодно? Например, вот у Коля на счету, когда я его забирала, было 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей? Они там все миллионеры. Это вообще... То есть дети в интернетах миллионеры почти все, потому что у них накапливается их пенсия, элементы, которые интернет не тратит, не имеет права. Ну, вот эти деньги копятся, потом ребенок умирает. Это называется вымороченное имущество, оно идет обратно в государственную казну. Такой круговорот миллионов. Прокрутили деньги и вернули себе. Да. Но это смешно, что Коля, там, будучи миллионером, имел только 3 памперса в день, и больше у него не было. Коляски у него нормально не было, потому что она дорого стоит, а его миллионами воспользоваться интернет особо не может. Как это называется? Минуточку. Коммуникативный паспорт. Коммуникативный паспорт. А что это такое? Ну, там он же ходит без меня где-то, чтобы люди понимали. В смысле он ходит без тебя? Ну, в хоспис, там идет дневной центр, в школу. Угу. Тут написано, что он любит, что не любит, что с ним можно делать, что нельзя. Меня зовут Коля, мне 12 лет, я живу с Лидой. По всем вопросам обо мне можно и нужно обращаться к Лиде. Кто-нибудь звонил? Ну, все звонят, конечно. Там, кто с ним в дневном центре время проводит. Я общаюсь мимикой, нахмуриваю брови. Если некомфортно, плачу. Подходите ко мне аккуратно, предупреждайте о своем присутствии. Мне нужно было вначале это прочитать. Предлагая мне что-то, покажите предмет аккуратно, дайте потрогать, прикоснувшись пальцами. У нас у каждого ребенка такой есть. Что я люблю? Хорошо отношусь к музыке, купанию в бассейне. Мне нравится вкус и запах манго и болгарского перца. Люблю прогулки на улице, дождь, лежать на ровном, и когда меня сажают к себе на колени, вертикально. Большинство людей не имеет неизлечимо больных детей. Большинство людей никогда не сталкивались лично с хосписом. Как ты можешь объяснить этому большинству, что оно должно платить за меньшинство?
Да что-то не знаю, у меня в последнее время вообще всякие сомнения. Вот очень показательная эта акция «Дети вместо цветов», в которой участвует очень много школьников по всей стране, собирают огромные деньги. В этом году, я забыла сколько, мне кажется, 30 миллионов рублей собрали школьники на 1 сентября. И мне пишет куча народа, что мы хотим рассказать нашим детям, что существуют вот такие больные дети, хотим, чтобы они им помогали. Но при этом, когда я написала, что мой Коля пойдет в обычную школу, я получила кучу сообщений, мы больше не будем участвовать в акции «Дети вместо цветов», потому что мы не хотим, чтобы наш ребенок вот прям вместе в одной школе оказался с таким больным. И у меня вообще создалось впечатление, что люди как-то платят, чтобы их это не коснулось. То есть жертвовать. То есть, подожди, проще получается человеку заплатить там, я не знаю, свои 500 там, рублей, 1000 рублей, 100 рублей в месяц, но никогда в своей жизни не сталкиваться лично с тяжело больным ребенком. Это проще, чем просто принять такого ребенка в класс, где учится твой хорошо выученный, хорошо одетый ребенок. Ну, я это вообще не понимала до Коля. Оказалось так. То есть мне казалось, вот все люди, кто помогает хоспису, что они очень добрые, хорошие, очень хорошо относятся к таким больным детям. И мне вообще казалось, что весь мир очень хорошо относится к таким больным детям. И когда у меня появился Коля, оказалось, что это просто вообще не так. То есть если я напишу, что Коля мучается от боли, и все пожертвуют ему деньги на инвалидную коляску, но Коле-то не это нужно. Коле нужно жить как обычный человек. Везде ходить, в школу ходить, в кафе ходить, в транспорте ездить. А вот это уже нет. Это огромный такой негатив встречает. Давай, я придерживаю. Сейчас. Опа. Давай. Вниз еще ничего, а наверх вообще ужас. Я первое время думала, что буду частями носить. Колю класть на пол в подъезде, коляску отдельно поднимать, потому что нереально. Но сейчас уже получается. Ты живешь с Колей, про которого ты, в общем, почти точно знаешь, что ты его переживешь. Ты думаешь об этом? Ну да. Ну, во-первых, каждую ночь он может умереть, потому что такие дети часто умирают неожиданно во сне. И первые пару месяцев я вообще утром просыпалась и лежала тихонько, слушала, будет там звук или не будет. Потом уже спокойнее относишься, но все равно я себе отдаю отчет, что в любую минуту вообще Коля может умереть. И это как бы нормально для его заболевания. Очень многие люди тебе скажут, что если вот он так тяжело живет, как сейчас, если он может любую минуту умереть, то зачем все это нужно? Все эти сережки в ушах, красивые штаны, путешествия, самолеты и так далее. Зачем? Ну, если всего этого не будет, Коля же не умрет без этого, он все равно будет жить просто. Его жизнь может быть разная. Может быть таким лежанием в концлагере, где ты вообще уже сам от себя отрешаешься, ни на что не реагируешь, и просто твое тело лежит. А может быть жизнь полноценная. То есть выбор не то, что мы ему определяем таким образом жизнь, просто мы ее разукрашиваем. Что ты еще планируешь сделать для Коли и вместе с Колей? Да, у меня нет каких-то планов. Просто как вот я сама живу, езжу в отпуск, хожу на работу, так и Коля со мной будет за компанию. Потом вот в будущем я уже думаю, что если он доживет до 18 лет, то я бы хотела, чтобы он жил в каком-то проекте сопровождаемого проживания, а не со мной, потому что, мне кажется, нужно создавать такие проекты, чтобы не то, что родители там все время бы ухаживали всю свою жизнь за тяжелыми уже инвалидами. Мне кажется нормальным, когда ближе к 18-20 годам какой бы тяжелый человек с инвалидностью не был, он мог бы переселиться отдельно от родителей, у него была бы какая-то своя взрослая жизнь, и даже про Колю тоже такое можно сказать. Мы хотим сделать такие квартиры сопровождаемого проживания, где 3 комнаты, в каждой комнате живет человек, и там работают ассистенты, которые круглые сутки им осуществляют уход, а днем они куда-то ходят в центр какой-нибудь дневной занятости, в мастерские. И вот я хочу такое сделать, чтобы, когда Коля повзрослеет, если он повзрослеет, он мог бы туда переехать. Очень часто, как ни странно, твоя деятельность в отношении Коли бесит родителей неизлечимо больных детей. Тех, которые провели 10,
12-15 лет в замкнутом пространстве со своими детьми и никогда никуда с ними не выходили, и чья жизнь, в общем, фактически была порушена появлением такого ребенка. Почему их это бесит? Ну, бесит все-таки родителей, вот не детей хосписа, которые имеют. Вот кто у нас под опекой хосписа, они в целом вообще поддерживают. Коля у нас поддерживает. Все мне говорят, что да, спасибо, что вы боретесь за школу, мы своего тоже бы отдали. Спасибо, что за туалеты боретесь, нам тоже надо. А вот кто не имеет вообще помощи, особенно в регионах, или кто не попадает под критерии хосписа и сам все это тянет, но им нереально тяжело. И все время живешь с чувством вины, что у тебя нет сил сделать все, как ты хотел бы для своего ребенка. И это мучает, конечно же. Как возникла вообще идея создания детского хосписа? Кому она принадлежит и как давно это случилось? В фонде «Подари жизнь» все занимались лечением детей от рака. А потом, что с ними случалось, мы как-то не думали, не интересовались. И был мальчик Жоры, который выписался из больницы домой. Жора Винников. Да, Жора Винников. Ну, как говорили, умирать выписался. И как он там дома был, мы не знали, особо с мамой не общались. И один раз ей позвонили маме, думали с клоунами прийти, там шарики подарить Жоре. Она говорит, нам сейчас тут вообще не до шариков, не до клоунов, у Жоры болит очень сильно, помогите с этим. И это был первый случай, когда мы встретились с темой болевого синдрома, когда ты не знаешь, куда обратиться, вот в какое учреждение идти родителям умирающего ребенка. Идешь в поликлинику, и там говорят, мы с таким вообще не работаем, мы не знаем. Идешь в больницу, где Жора лежал, там говорят, что вылечить нельзя, мы уже выписали, там, к нам уже возвращаться не надо. И куда идти, вообще непонятно. История Жоры — это 2008 год, правильно? Больше 10 лет уже назад, 12 лет, да. Ну и мы так и не смогли для Жоры получить обезболивание. Он 2 недели промучился, умер. Мы пришли на его похороны, увидели, в каком плохом состоянии родители были, и поняли, что просто будет стыдно жить дальше, если ничего не сделать. Мы — это кто? Я и Галя Чаликова. Галя Чаликова — это учредитель и директор фонда «Подари жизнь» первый. Да. И Галя тогда сказала, что надо писать письмо мэру, чтобы в Москве сделали хоспис. И мы такое письмо написали. Ну и никто ничего не сделал. А второй человек, у кого была эта идея, это Вера Васильевна Миллионщикова, главный врач взрослого хосписа. Вере Васильевне бесконечно все звонили, говорили, пожалуйста, примите ребенка, с ним вообще некуда обращаться. Один раз ей так позвонили про мальчика Цолока, который из Армении, он лежал тут в коме, его выписывали из всех больниц, никуда брать не хотели, говорили, летите в свою Армению обратно, а Цолок уже не мог. И во взрослый хоспис взяли ребенка Цолока. С ним, кстати, все хорошо. Он потом вышел из комы, уехал, сейчас живет во Франции. Но это такой единственный случай чуда. Но, в общем, Вера Васильевна увидела, что проблема с умирающими детьми огромная. А у Веры Васильевны был первый московский хоспис, который взрослый. И, по идее, он должен был принимать взрослых. Ну да, в качестве исключения принимал детей. Всем было видно, что это не очень хорошо. Там расходных материалов для детей нету, ты лежишь среди бабушек, дедушек, каких-то игр, занятий нету, и, конечно, хотелось это все развести. И вот вместе Вера Васильевна и Галя Чаликова садились и бесконечно беседовали, какой должен быть хоспис для детей. Такие там смешные были идеи, что надо его совместить с домом престарелых, и тогда бабушки и дедушки будут заботиться о бедных умирающих детях, и все будут довольны. Или сделать его далеко за городом, среди полей и лесов, чтобы все наслаждались природой. В итоге это в центре Москвы происходит? Ну, конечно, потому что как туда добираться, в эти леса, поля. Кого ты считаешь своими учителями? Галя Чаликова. Как она стала важным для тебя человеком? Ну, у Гали такое свойство, что для нее вообще ничего нет невозможного. Там, я была ее личным помощником, и это все время было какое-то вообще, как в кино ты находишься. Например, я еду куда-нибудь в метро, я до сих пор помню, что я ехала в метро, мне позвонила Галя и сказала, что нужно срочно написать письмо Путину, через 15 минут отправить, что-то там попросить. Я говорю, я не могу, я в метро. Галя говорит, там сядь где-нибудь. Я сидела на метро Октябрьская, писала срочно письмо Путину. Я уже не помню про что, но и главное, Галя в итоге так все получала. Потом Галя сказала, что давайте походим по Москве и посмотрим здание для хосписа, вот нам какое понравится, мы потом то и попросим. У Гали все время был такой подход, что если что-то надо, то ничего невозможного нет, это сделаем. И у Гали это получалось, это прям было невероятно, за всем этим наблюдать. И ты этому научилась?
Я не научилась, чтобы у меня так все волшебно получалось, но я научилась идее, что если ребенку нужно, то так или иначе мы это сделаем. Но про тебя тоже говорят, что ты человек, который не видит препятствий. Я не вижу препятствий, но при этом, конечно, у меня не все далеко получается, но я вообще не думаю про препятствия. А сколько лет ты ушла из дома? Ну, мне кажется, в 19, когда я на первом курсе училась журфака. Потому что, когда я была волонтером в больнице, и ты была волонтером в больнице, про тебя мне рассказывали, что ты ушла из дома в 15 лет. Не, врали. Врали? Да. А как ты в больнице впервые оказалась? Ну, я училась в школе в 10 классе, и тогда был форум «Доноры детям», когда можно было писать письма детям через интернет, их там распечатывали и относили. Потом там был такой фотомарафон. Еще не было фотоаппаратов цифровых, особенно у людей, и телефоны тоже не фоткали. И можно было прийти в больницу со своим фотоаппаратом, дать ребенку, он там походит, поснимает, и тебе его вернет. И потом выставка была бы. Но мы с подружкой пришли со своими фотоаппаратами так в больницу на фотомарафон. Там я ходила с мальчиком, у которого камера была лучше, чем у меня. И он был старше меня. Да ладно? Пациентом был? Да. Ну, нам там жалко всех стало, решили, что будем им помогать и ходить туда регулярно. То есть прям вот мотив такой был, что их жалко? Очень жалко. Все сидели там запертые в этих своих палатах, общения мало, потому что они все приезжали из регионов, у них тут вообще друзей, знакомых никаких не было. Это была российская детская клиническая больница. Угу. Там надо было через подвал ходить мамам на кухню, и они 2 часа ходили, там подвал с крысами, на кухню за едой. И нужно было мамам мыть туалеты, ординаторскую, коридоры, все. Мамы должны были все там гладить, белье, стирать. Короче, самообслуживание там было в больнице. И вот ты в 10 классе, ты приходишь, видишь этих детей, мам, тебе их становится жалко, и ты? Ну, я стала туда ходить каждую неделю сначала, потом еще чаще. И потом я там уже каждый день ходила. Что это в тебе поменяло? Да, наверное, ничего не поменяло. Просто сначала мы там хорошо время проводили, но мы были примерно одного возраста. Как можно хорошо проводить время в больнице? Я там могла делать то, что мне самой интересно. Например, мне нравилось рисовать и мультики снимать. И мы с детьми книжки сами делали. Там про ежик в тумане, например. Или мультики сами снимали. Я туда проектор приносила, медиафильмы смотрели. Короче, делали все, что мне самой интересно. Но я тогда не погружалась в проблемы. Потом, когда узнаешь, что там лекарств нету, или выписывают умирающего ребенка, и там помощи нет. Вот это я все первые годы не знала. Когда узнала, то пришлось этим всем заниматься. Уже не хватало времени потом играть, рисовать. А как ты впервые столкнулась в больнице с тем, что дети умирают? Ну, вообще, первый ребенок, к которому я ходила, это девочка Аня Анохина. Я ее выбрала на сайте. Когда вот я как раз в 10 классе училась, я себя выбирала, там висели фото и анкеты детей. И я решила выбрать, к кому я буду ходить. И у меня был такой критерий, чтобы ребенок недалеко жил, я потом могла бы к нему ездить. Это там все неизвестно где. И вот эта Аня жила в Калуге. Стоп, подожди, ты очень рационально подошла к вопросу. То есть ты не просто познакомилась мимо, шла какая-то девочка с голубыми глазами. Ты прям выбрала себе человека, которому ты будешь помогать. Ну, не помогать, с кем общаться. Я люблю очень в Тарусу ездить, гулять там. И вот эта Аня в Калуге живет, это недалеко от Таруса. Я подумала, будем с ней в Тарусу ездить. Потом Аня была очень симпатичная на фото. Короче, я ее выбрала, и к ней стала письма сначала писать, потом пришла. Но потом Аня умерла, и так в итоге я к ней не ездила. Но я к ней год или 2, наверное, ходила в отделение пересадки костного мозга. Я помню свои ощущения, да, когда умер первый ребенок, с которым я подружилась. И, наверное, там ничего более сложного вот в отношениях с собой, там, с Богом, с мирозданием я не испытывала после. Что испытала ты, как тебя эта смерть Ани изменила? Но мы тогда с моей подружкой Настей Каримовой ходили в больницу, и мы тогда... Настя Каримова, которая сейчас стала политическим деятелем. Да.
Но мы все пытались понять, там, почему дети умирают, почему болеют. Мы с ней покупали бутылку вина и шатались всю ночь по разным набережным, и это все обсуждали, почему так происходит. Но ответа мы так не смогли найти. Мне помог очень отец Георгий Чистяков. Который служил в храме при больнице. Ну да, он там в храме служил, он статьи разные писал на эту тему. И я нашла такую статью в интернете, называется «Нисхождение в ад», как он служит литургии, ему там приходит, передает информацию, что этот ребенок умер, тот ребенок умер. Но он пытается понять, почему там все это происходит, и главный вывод, что нет ответа почему. Есть только, что вот Бог рядом с этими детьми находится, и мы тоже можем находиться рядом с этими детьми. И мне как-то эта статья на все эти вопросы ответила. Отец Георгий Чистяков тоже умер от рака. Человек, который служил в храме при больнице и очень много помогал семьям с детьми, у которых рак, и людям взрослым. И он тоже умер от рака. В этом вообще нет никакой ни логики, ни справедливости. Мне кажется, наоборот, как раз есть логика. То, что Галя Чаликова помогала людям, умирающим от рака, и потом сама этот путь прошла отец Георгий. Также, мне кажется, это вообще продолжение логики всей. Ну, логика это тогда такая обывательская, что у него рак, значит, ты заразишься. Да нет, скорее логика, что если ты хочешь там что-то сделать, то, видимо, тебе придется этот путь целиком пройти. Ну, вот такая какая-то для меня логика. Ты про себя в этом смысле думаешь? Сложно говорить, что, естественно, я умру когда-то, все эти дети хосписа умирают, и даже когда-то умру, я не знаю чего. А как бы ты хотела умереть? Да даже не знаю, у меня такого нет. Вот там, что мы говорим, что лучше дома умирать, мне кажется, все равно. Наверное, ты пока не думала. Наверное, когда заболеешь, тогда уже там начнешь как-то реально думать, где, как. Пока я как-то... я понимаю, что умру, а как там, мне кажется, все равно. Я прочла, что вы начали проводить экскурсии в детский хоспис. Что это такое и зачем вы это делаете? Чтобы люди бояться перестали. Им кажется, что хоспис — это где все умирают, что-то страшное, и не понимают, что там происходит. Когда хоспис только строился, соседи были жутко против. Говорили, не хотим крематорий под окнами, что тут труповозки будут ездить все время. Дорогу нам перекрывали, не давали строить. Но это все от незнания, то есть люди не понимают, что там происходит. И наша задача — рассказывать, потому что когда у них родится такой ребенок или у их знакомых родится такой ребенок, все должны знать, что можно обратиться в хоспис, и там помогут. Потому что когда ты не знаешь про помощь, потом детей в интернат отдают, потому что кажется, что жизнь с ними — это ад кромешный. А когда ты на экскурсию в хоспис сходил, посмотрел, как там все тусуются в бассейне, плавают, на PSP играют, в каких крутых палатах лежат и на каких крутых колясках ездят, ты уже не так сильно всего этого боишься. И когда ты с этим столкнешься, или твои знакомые столкнутся, то это будет уже не так адски все. Ты веришь в то, что общество может перемениться? Оно все время меняется. Раньше вообще все хосписы боялись. Мы, когда с семьями работали, мы не представляли, что мы из хосписа. Мы должны были говорить, мы из благотворительного фонда. Потому что иначе родители боялись. А теперь все вообще борются. Мы хотим в хосписе быть. Почему вы нас в хоспис не берете? Почему вы нас из хосписа выписываете? И прямо видно, как все и поменялось. Это правда, что когда снимали первый офис для хосписа где-то на Комсомольской, договариваться о съемных квартирах ходила не ты, чтобы не отпугивать потенциальных арендодателей? Ходила не я, но это не помогло, потому что наш первый офис был бордель. Да ладно? То есть хоспис сидел в борделе, и как? Мы сняли квартиру рядом с первым московским хосписом, трехкомнатную. Действительно, не я ходила, кто-то за меня пошел, договор подписали, более взрослые, солидные люди. И потом я там одна осталась, я стала там бродить. И там так странно было, была какая-то огромная ванна и такой зеркальный потолок. Я думала, что вообще тут такое странное было. Потом открыла шкаф, а там меню лежит. Ролевая игра такая, ролевая игра сякая. Особенно все смеялись, когда там была ролевая игра медсестра, 3000 рублей. Потом все боялись, наши медсестры. И к нам туда заходили потом. Полиция заходила, спрашивали, где девочки. Между прочим, те, кто заходили, могли бы и пожертвовать. Кстати, там в этом меню услуги мужчин дороже стоили, чем услуги женщин. Что это значит? Женщин дешевле, видимо, стоит, не знаю. А, кстати, если бы ты выбирала, кем бы ты родилась, мужчиной или женщиной? Да мне все равно, женщина, я уже привыкла. А мужчины, видишь, дороже стоят, Лида.
Подумай об этом. А какие еще есть стереотипы, касающиеся детского хосписа? Что в хосписе все умирают. С одной стороны, это правда, потому что у нас умирает 100 детей в год. С другой стороны, еще 700 детей живут и живут длительное время. И некоторые у нас на учете временно, например, дети, у которых легкие недоразвитые, БЛД, они пару лет у нас дышат на кислороде, все такие слабенькие, а потом поправляются, уже никогда не узнаешь, что это ребенок в хосписе когда-то был. Или дети с коротким кишечником, тоже первые пару лет мы их по вене кормим, по капельке, внутривенным питанием. Потом они в обычную школу идут, никто не узнает, что они хосписные, могли бы умереть. Короче, не только все у нас умирают. А другой стереотип, что хоспис — это такое веселье, что у нас клоуны, бассейн, воздушный шар. Такой лозунг как-то был, что хоспис — это про жизнь, и все в него очень заигрались и, по-моему, перестали осознавать, что умирают дети тоже. За все это время ты привыкла к тому, что дети умирают? Я, например, мне было очень тяжело в фонде «Подари жизнь», когда там была борьба за то, чтобы дети поправились. Когда ты надеешься, что поправишься, каждый день там думаешь, не знаю, сработал курс химии, не сработал. И мне вот эта надежда гораздо тяжелее, чем когда ты изначально знаешь, что ребенок не поправится. Потому что все время что-то веришь, потом оказывается, что нет. Вот это эмоционально мне очень было тяжело. А тут в хосписе я уже ни на что не надеюсь, и от этого мне спокойней. Тебя часто упрекают в том, что ты чуть ли не получаешь удовольствие от того, что дети умирают. Как это вообще связано? Какая-то есть психологическая зависимость? Я же не общаюсь уже сейчас сама вот со всеми этими детьми. Например, этой ночью умер у нас мальчик подопечный. Я в чате там смотрела, что у него температура поднялась, что он дышит хуже. С ним там медсестра находилась. И тут я эмоционально вообще никак не вовлекаюсь. Мне просто спокойно, что там мама не одна, что с ними наши сотрудники, что все под контролем, и тогда мне спокойно. Насчет того, что... В общем, пока ребенок не умер, мне за него очень тревожно, потому что у него боли могут быть, судороги, он может в реанимацию попасть, и все может как-то плохо сложиться. И все время, в общем, мы на волоске висим, будет ему плохо или не будет ему плохо. Я просто очень много, к сожалению, знаю, что может быть с детьми в конце жизни, какие там неприятности могут с ними случаться. Если ребенок умер без всего этого, я действительно рада, что вся эта история с неизлечимой болезнью закончилась без всякого кошмара. Когда ты перестала плакать? Я очень сентиментальна и часто плачу, но вообще не из-за смерти детей, из-за каких-нибудь других вещей. А вот ты не плачешь из-за смерти, потому что ты в Бога веришь? Да, конечно, я в Бога верю, но просто когда ты работаешь с неизлечимо больными именно детьми, то ты видишь, что у них качество жизни вообще-то не супер. И вот если себя на их место поставить, например, хотела бы я как Коля лежать, что у меня там судороги, у меня скручиваются, сама я пошевелиться не могу, ни на что повлиять не могу. Нет, я бы так не хотела бы лежать. И поэтому, когда человек в такой ситуации умирает, то, для меня это естественно. Например, если здоровый, ходячий, говорящий ребенок умер, конечно, это трагедия, там все будут плакать, это очень тяжело. Но когда уже в таком неизлечимом, тяжелом состоянии, то для меня это вообще естественно, что дети умирают. Часто ли ты думаешь о тех детях, с которыми ты общалась в больнице, которые ушли? Мы же обычно говорим, не умерли, а ушли, да? Нет, я говорю, умерли. Ты Мне говоришь, кажется, умерли? важно, да, как есть говорить. Ушли, это такое. У нас была одна медсестра, она смешную историю рассказывает, как это в первом московском хосписе фишка, что надо говорить не умер, а ушел, что это менее травматично. Но это людей путает, и ты вообще не понимаешь. Маше как-то сказали, что у нее пациент ушел, она его искать пошла на разные этажи. И вот я такое не люблю. Мне кажется, умер, так умер, надо так и говорить. Я часто, вспоминаю детей, у меня там все их фотографии хранятся, у меня есть коробочка со всякими вещами, которые у меня остались от детей, которые они мне дарили, всякие штучки свои, там какую-нибудь маленькую игрушечку или руку обводили, у меня все это хранится, шапочку какую-нибудь, которую они после химиотерапии носили на лысой голове, фотографии у меня на работе все висят, то есть я очень часто вспоминаю их. Это больно? Мне вообще не больно, наоборот, я рада, что они у меня есть в жизни, там мне приятно их вспоминать, как мы там вместе хорошо время проводили, или какие они там маленькие, хорошие, мне это, наоборот, как-то сил дает. Ты говоришь, что 100 детей умирают в хосписе каждый год. Сколько вообще всего детей на попечении Московского хосписа детского? За год где-то 900 или 1000 суммарно.
Сколько таких детей в России нуждается в паллиативной помощи? Ну, я не знаю. А кто их считает? Никто их не считает. Вы этим не занимаетесь? Ну, я не занимаюсь всей Россией, потому что это не мой размер. Я могу только Москву и Московской области, но нету никакого реестра, где можно было бы посмотреть. Даже онкологических детей нету реестра. Чего уж там паллиативно, где это надо было бы кучу больниц, кучу медучреждений, как-то договориться, кого считать паллиативным, куда данные заносить. Но наша система такой не способна. Ну смотри, есть на самом деле драматическая разница между тем, что происходит в Москве, и тем, что даже происходит в Подмосковье. И разница между тем, что происходит в Москве, и тем, что происходит во всей России, она совсем драматическая. И люди в регионах, они вообще не могут рассчитывать на то, что когда-нибудь у них появится такой детский хоспис, как «Дом с маяком» в Москве. Возможно, поэтому они так сердятся, когда ты занимаешься проблемами конкретного Коли. Нет, это неправда, потому что в регионах уже довольно много хороших хосписов. Я вот вижу, когда появляется какой-нибудь энтузиаст, типа меня в Москве, но такой же в регионе. Например, в Перми есть такие люди. Они сделали свою службу паллиативной помощи, которая, может быть, по размеру меньше, но там и детей меньше. Но, по сути, они делают то же самое, что мы в разных регионах. В Белгороде сейчас открыли детский хоспис. То есть, где есть люди, которые готовы что-то делать, вокруг них образовываются и ресурсы, и сподвижники, и дети. В общем, все получается. Эти люди должны сотрудничать с государством? Ну, кто как умеет. Кто умеет без государства, пожалуйста. Я просто уже так не умею из-за масштаба. Не боишься за себя? Что именно? Ну, что ты себя потеряешь, пойдя в политику. Ну, уже потеряла. То есть я уже не могу так открыто говорить, что я хотела бы сказать. А ты когда ходишь по улицам, тебя узнают? Ну, меня Коля, скорее всего, к нему подходит, говорит: привет, Коля, мы тебя знаем, дарит ему что-нибудь. Вот мы ездили сейчас в отпуск на море, и там 3 человека подошли к Коле и сказали, что знают его. Да ты что? Да. Тебе приятно? Да. Ну, просто когда человек там в интернете был один из 1000, никому неизвестный, а теперь лично Колю кто-то знает, это приятно, конечно. Где побывал Коля с тех пор, как он живет с тобой? Сколько мне рук доставать? 2 или 1? Из-за этого коронавируса много куда не съедешь. Мы ездили с ним в Питер, в Давыдово, это деревня в Ярославской области, где сопровождаем проживание. Ну и на море, вот, на оккупированную территорию. В Крым, в смысле? Да. Я думала, просто в Крым едем, потом столько нам наговорили, как мы могли туда поехать. А ты думала о том, что вот ты сейчас поедешь на оккупированную территорию? Ну, думала, что жалко, что Крым оккупирован, но не то, что теперь все. Так, вот. Ну, то есть, выбирая между политикой и Колей, ты выбираешь Колю? Ну, не знаю. Нет, ну у меня не такой выбор, но просто у меня уже не настолько яростные политические взгляды, чтобы они всю жизнь как-то диктовали. А когда ты помягчела? Когда на выборах была наблюдателем, мы там реально все шли за Путина, голосовали. Я думала, сейчас я страшную там махинацию отловлю, а нет, люди, правда, шли и все это делали. И что ты подумала в этой связи? Расстроилась. Но перестала придерживаться радикальных взглядов. Ну, у меня взгляды, конечно, радикальные. Я хожу на все митинги, хочу, чтобы власть сменилась, но не то, что я теперь вся жизнь этому подстроена. А в какой момент ты поняла, что для того, чтобы в Москве появился детский хоспис «Дом с маяком», ты должна так или иначе сотрудничать с властью? У меня есть друг один, он нам давал довольно много денег. Я уже сейчас не помню, по-моему, 10 миллионов каждый месяц. И это были деньги на зарплаты. И практически все зарплаты хосписа были вот из его денег, а все остальное мы собирали пожертвования. И в какой-то момент мы с ним вместе пошли на митинг. Он мне говорит: знаешь, ну, у меня с бизнесом теперь проблемы, бизнес сейчас давит в нашей стране, работать вообще невозможно, и доходов уже почти нет, и больше я не смогу вам так помогать. Ну, я думаю, что вообще делать, потому что, ну, когда от тебя зависит, у нас сейчас 700 пациентов одновременно, 800 за год, почти уже 400 сотрудников, то сказать, что, пардон, деньги закончились, ну, это просто реально невозможно. Дальше начинаешь думать, какие вообще есть еще варианты. Ну, и тогда Нюта стала там
всем этим Люда заниматься. Федермейстер, которая учредитель фонда помощи хосписам «Вера». Да, вот все эти первые диалоги с властью, это благодаря Нюте были, все первые субсидии от Нюта договаривалась. Ты помнишь момент, когда ты впервые переступила порог московской мэрии? В мэрию я только один раз ходила, когда там награды давали. Тебе дали? Дали, да. Тебя ничего не смутило? Ну, когда давали награду, я потом спросила у мэра, когда лекарства будут для детей с астмой. А потом нам там... он что ответил? Ну, что-то там обтекаемое, что мы ждем федеральную повестку. А потом нам еще там, кроме наград, дали билет в театр. И я на следующий день пошла в театр, и за мной какие-то женщины, видимо, которые там работают, сидели, возмущались, почему я во время такой торжественной церемонии стала еще какие-то вопросы задавать. Они тебе прям в лицо это сказали? Но они не знали, что это я, у меня за спиной обсуждали. Я потом повернулась, поздоровалась, они перестали. Собянин какое впечатление на тебя производит? Он на меня никакого не производит впечатления, но он единственный, кто нам существенную помощь хоспису дает. Больше 100 миллионов в год, по-моему, даже 120 миллионов в год. Это все по распоряжению Собянина хоспису передают, и на эти деньги мы очень много можем сделать, поэтому, как бы я к нему там не относилась, в общем и целом, за хоспис я ему реально благодарна. Ты когда-нибудь виделась с Путиным? Mm-mm. А ты бы хотела? Нет, зачем? Там все обыскивают, это ФСО, туда не ходи, по протоколу вопросы задавай, я такое не умею. Ты действительно считаешь, что для того, чтобы развивать паллиативную помощь детям в России, в Москве, ты, Лида Маниава, должна так или иначе взаимодействовать с властью московской и российской? Я пыталась вообще не взаимодействовать. Вот первые, 4 года хосписа, мы вообще не брали государственных денег, и я всем принципиально говорила, что нет, никогда, мне важна свобода, независимость, я хочу ругать власть сколько хочу, никаких денег я от них не возьму. Но мне не получилось так дальше. Просто потом выбор: или ты деятельность сокращаешь и меньшему числу детей помогаешь, или идешь договариваться про деньги от государства. А если уж договорился про деньги от государства, давай теперь аккуратно высказывайся. То есть если ты получаешь деньги от государства, ты сама себе это говоришь, что ты не имеешь права больше его критиковать? Или тебе кто-то говорит, что, Лид, вы получили вот наш грант, наши субсидии, наши там еще что-то, давайте рот закройте? Мне никто не говорит, просто я боюсь. Боюсь, потому что в следующем году, это же гранты и субсидии, тебе на 1 год дали, а на следующий неизвестно, дадут или не дадут. И у меня в голове сидит от того, как я себя вести буду, решиться, дадут или не дадут. То есть ты сама себе это придумала? Угу. То есть получается, что это какая-то внутренняя цензура? Ну да. А на митинги ты зачем ходишь? Но мне хочется, чтобы у нас была другая власть. Другая власть или другая страна? Нет, страна наша, просто чтобы... для людей бы все было, а не против людей. Чтобы думали бы в первую очередь о человеке, а потом уже еще о чем-то. Чтобы сначала детям лекарства купили, а потом Москву украшали. Мне очень нравится мем про то, что давайте собирать смс-ками на освещение Москвы, а, из госбюджета финансировать лечение детей. Я прям не могу это все. Мы ходили на собрание в Минздрав насчет обеспечения детей спинразой, с астмой. И вот у нас в хосписе прям реально умирают дети от этого заболевания. Там сидят, говорят, нам границы надо охранять, у нас нет денег на лекарства. И все деньги, я посмотрела потом бюджет, куча денег туда уходит, а на здравоохранение, на лекарства вообще мало остается. Но ведь вряд ли это связано с тем, что там сидят черствые люди, у которых не болеют дети. Приоритеты такие. Сначала свою власть сохранить, потом что-то другое делать. Поэтому куча денег уходит на оборону. Ты бы не тратила? Я бы вообще не хотела быть президентом, такие решения принимать. Просто я не знаю, там про приоритеты, но я точно знаю, что на лекарства надо давать деньги. Ты говоришь, ты хотела бы, чтобы изменилась власть. Как ты себе представляешь эту перемену? Знаешь ли ты кого-то, кто мог бы возглавить страну по-твоему? Нюта, по-моему, могла бы. У нее хватает ресурса. А ты кем бы была? Я бы хотела детским хосписом заниматься, мне ничего больше не хочется. Ты считаешь, что люди, которые работают в благотворительности, должны зарабатывать так же, как все, меньше, чем все или больше, чем все? Сначала я считала, что меньше, чем все, потому что мы же берем деньги людей и решаем, мы их потратим на свои зарплаты или на помощь детям. И, конечно же, хотелось на помощь детям, и поэтому первое время в хосписе были довольно низкие зарплаты, и это привело к тому, что мы не можем вообще сотрудников себе найти. И
в какой-то момент я уже стала думать, что лучше я там много денег отдам врачу, но у детей будет врач, который им сделает обезболивание, подберет питание, чем я сэкономлю на враче, куплю там тонну памперсов, но у ребенка болеть будет. Короче, теперь уже я думаю, что специалисты вот хорошие, они гораздо важнее для хосписа, чем деньги на всякие покупки для детей, потому что, ну, например, у нас есть физический терапевт Илона, и я Илоне готова платить любые деньги, потому что Илона делает из лежачих детей, вот таких сидячих, кто может гулять. До Илоны Коля мог только в кровати лежать. Илона подбирает коляску, в которой ребенок сидит, и он везде перемещается. Но, по-моему, это вообще бесценно. И деньги на зарплату Илоны, деньги на обучение новых специалистов по физической терапии. Вот теперь мне уже кажется, что в специалистов надо больше вкладываться. Должен ли быть человек, который работает в детском хосписе, идейным, то есть верить в идею детского хосписа, или он просто должен быть хорошим специалистом? Раньше я думала, что должен быть идейным, и я сама раньше отбирала сотрудников в хоспис, но сейчас у нас уже много. Ну, ты-то идейная. Ну да, я идейная, я старалась вот всех таких отбирать идейных. Когда человек на собеседовании говорит, что он на митинги ходит, я думаю, все, наш человек берем. Или кто там в каких-то волонтерских организациях. И у нас были все идейные, это стало вообще невыносимо, потому что каждый делает, что хочет за свою идею, никаким правилам вообще невозможно никакие правила ввести. И стало видно, что для детей плохо, когда, например, вот с ребенком работает команда 10 человек. Если среди этих 10 они между собой не договорились и не соблюдают какие-то правила, а каждый там свою идею продвигает, то у семьи просто голова квадратная. И сейчас уже, мне кажется, идейных должна быть парочка, а остальные должны быть просто люди-специалисты, которые профессионалы в своем деле, хорошо делают свою работу, но идеи лучше поменьше, потому что это невозможно. Сколько сейчас детский хоспис «Дом с маяком» получает от государства, а сколько частные пожертвования? Ну, у нас в этом году бюджет где-то 900 миллионов рублей. Ну, или 800, мы пока не знаем, как там до конца года, сколько мы потратим. И где-то 120 миллионов нам дает правительство Москвы только. И еще... Из этих почти 900 миллионов. Да. И еще есть президентский фонд, который тоже нам на конкурсной основе дает гранты. И в общей сложности, я считала, так до 20% где-то выходит по итогам года государственные деньги. А все остальные 80% – это частные пожертвования. Да. В частных пожертвованиях какую долю составляют пожертвования людей типа я, которые переводят просто ежемесячно, и людей типа большой бизнес, которые переводят ежемесячно, но уже много? Ну, нам пару раз за год кто-то переводит много. Как-то нам Абрамович дал 30, по-моему, миллионов рублей, я уже сейчас не помню. Роман Абрамович. Да, и это прям вот было невероятное событие, которое случается раз в год или 2 раза в год. На 10 миллионов рублей у нас есть ежемесячные подписки. Это вот обычные люди, как ты, как еще кто-то, кто один раз подписался, каждый месяц нам по 500 рублей, по 1000 рублей. Но это, главное, надежно. То есть я понимаю, что и в следующем месяце будет, и через месяц будет. И это самые вообще ценные для нас деньги, ежемесячные подписки. Довольно много собирает телевизор, телеканал «Домашний», телеканал НТВ. Один сюжет может 3-4 миллиона собрать рублей. Там 2 минуты показывается ребенка, и 3-4 миллиона рублей приходят. И на эти деньги мы можем этому ребенку помочь, и еще паре десятков других детей. То есть сколько стоит один день пребывания ребенка в хосписе? Главное, чтобы ребенок дома мог находиться. У нас почти 800 детей дома живут. И вот это вообще основное. То, что кто-то ложится в хоспис, это маленький процент от всех наших пациентов. Я не считала, сколько это стоит, но, может, 25 000, наверное, это обходится хоспису один день пребывания. Но это все короткие госпитализации, чтобы что-нибудь с какой-нибудь проблемой разобраться. Ну или в конце жизни. То есть ты считаешь, что основная задача хосписа заключается в том, чтобы ребенок мог быть дома? Ну, вот у любого спроси, ты хочешь в учреждении 10 лет прожить или дома? Все скажут дома. И все родители, которые к нам приходят, просят, пожалуйста, помогите нам домой вернуться. Никто не хочет торчать в учреждении, где там нормы Санпина, надо тебя спрашивать разрешение выйти за забор, где ты не можешь запереться, и к тебе в любой момент может кто-то войти с обходом, например. То есть даже в таком симпатичном, как у вас, заведении никто не хочет находиться долго? Единицы хотят, и это скорее проблема, такой госпитальный синдром, когда людям страшно выписываться, им кажется, что здесь надежно. С этим работают психологи, потому что это вообще ненормально, когда ребенок умрет, родители вообще будут
как из другой реальности. Окажется, у них уже нет друзей, нет работы, нет соседей, они не привыкли жить дома. И это просто страшно смотреть, что происходит с семьями, которые долгое время прожили в учреждении. У них вообще обрываются все связи с реальной жизнью, и потом туда гораздо сложнее возвращаться. Сколько для родителей стоит пребывание детей в хосписе? Бесплатно, конечно, мы все бесплатно делаем. Очень часто спрашивают, сколько стоит попасть в хоспис, сколько нужно там платить. Вот какие траты есть у родителей, у которых ребенок оказывается в хосписе? У родителей есть их личные траты. Они там что своему ребенку, не знаю, одежду, подгузники сами покупают. В хоспис они, конечно, никакие деньги не дают. А хоспис, детский хоспис, это больше для детей или больше для их родителей? Мы все время спорим на эту тему. С одной стороны, он для всей семьи, потому что когда болеет ребенок, то все там страдают. Мама мучается, папа мучается, братья и сестры мучаются, что им внимания мало. Бабушки, дедушки мучаются из-за внука, из-за ребенка. И вот хоспис как-то ими всеми занимается, им всем старается полегче делать. Но в какой-то момент всегда возникает конфликт все-таки, чьи интересы первостепенные, ребенка или родителей. Это вот, например, встает, когда родители хотят, например, там, не знаю, новую семью, ребенок им мешает, и они хотели бы его разместить в интернат, например, на 5-дневку и забирать только на выходные. Вот тут мы должны поддержать маму, которая там свою жизнь заводит, или ребенка, которого нельзя в интернат отдавать. Или, например, родители говорят, что мы не видим смысла, чтобы ребенок в школу ходил, и ребенок не ходит. Вот мы тут на стороне ребенка или на стороне родителей. Я, на стороне детей всегда. И иногда это входит в противоречие с тем, что хотят родители. Но хосписный ребенок, скорее всего, уйдет, а родители, скорее всего, останутся. Да, но все равно важно, чтобы ребенок нормальную жизнь прожил. Чем бы ты занималась, если бы ты не занималась хосписом? Еще бы какую-нибудь нашла проблему, и ей бы занялась. То есть тебе важно исправлять какое-то несовершенство в мире какое-то? Мне это интересно, да. Получила ли ты в итоге высшее образование? Да, я журфак закончила. То есть ты по профессии журналист? Угу. Как ты его заканчивала? Я заочно училась, я туда вообще почти не ходила, потому что это как раз было первое время, когда я только пришла в больницу, еще у меня, в общем, только в больницу мне хотелось ходить, и я только раз в полгода на сессию приходила. Я все писала про больницу в интернете, и многие преподаватели это читали, и очень поддерживали, помогали, и когда на экзамены приходила, мне часто деньги преподаватели давали для детей, и вместо вопросов по теме спрашивали, как там в больнице дела, чем помочь. Почему ты не стала журналистом? Я работала в газете «Вечерняя Москва», на православном телеканале. Но мне кажется, я тоже журналистикой занимаюсь. Чтобы денег попросить, надо написать хорошо. Так что я все время текст пишу. То есть пост в Фейсбуке – это тоже своего рода журналистика, да? Да, и надо много писать писем разным благотворителям, чиновникам. То есть очень много текстов приходится. Я Роме на коляску собирала. Можно хорошо написать, много собрать денег. Плохо написать, мало собрать денег. Вот люди много дают денег, когда ты очень жалобно пишешь, что там я весь такой несчастный. Больше всего я собрала денег, 25 миллионов рублей, как раз когда я написала, что у меня нет мужа и съемной квартиры. И на это все сразу же жертвуют деньги. Но мне не нравится самой такое писать. А если пишешь, что все в порядке, все хорошо, то никто не жертвует. Чтобы люди дали деньги, должен быть очень несчастный ребенок, очень несчастный родитель. Они должны страдать, тогда им будут помогать. А вот как мы с Колей, уже нет. Раньше я напишу запись в Фейсбуке, и там пару миллионов за 1 час собирается. Теперь мне тяжело так жалобно все это. Мне уже перестало быть жалко. Мне кажется, что люди с инвалидностью могут полноценно нормально жить, и их надо не жалеть, а помочь им нормально жить. Но это не вызывает сочувствия. А ничего, что учреждением паллиативной помощи, все-таки отчасти медицинским учреждением, хоть и наполовину социальным, руководит журналист по образованию? Я вижу, как это получается, когда хосписом руководят медики. Там тогда только все медицина главное. Как врач сказал, то нельзя, это нельзя. Врачи, медсестры, все такое серьезное. У нас в хосписе есть, конечно, главный врач, есть главная сестра. У нас половина нашей деятельности, она медицинская. И там все строго, какие-то правила, они все соблюдают. Но очень важно, чтобы жизнь была
не продиктовано медициной. Вот это в интернете мы видим, например, ребенок с температурой, врач решает, можно ему гулять или нельзя, можно его сажать или нельзя, купать или не купать, и все вдруг оказывается нельзя. Как только начинаешь у врачей спрашивать, например, можно ли детям собираться в одной комнате, если у них там разная флора. Флора... Что у них разное? Это все полный бред, но это все серьезно обсуждается. Ребенок есть флора. Она может быть опасная для флоры другого ребенка. Например, я кашляну, и тебя могу заразить. Это только у паллиативных детей? Да, у всех есть эта флора. И фауна. И медики серьезно обсуждают, может ли разная флора пересекаться. Так. Например, пациент, если он болеет муковисцидозом, он вообще не должен встречаться с другим пациентом с муковисцидозом. А еще он не должен встречаться с пациентом, у которого трахеостома. Пациент, у которого была синегнойная палочка, не должен встречаться с пациентом, у которого не было синегнойной палочки. И вот если ты пытаешься... еще нужно после каждой встречи вот одного ребенка с другим, это наш эпидемиолог предложил, чтобы нужно помыться, волосы ребенку помыть и в нос аквалором прыснуть. И тогда все будет безопасно. Короче, медицина очень много пытается диктовать для жизни, что можно, что нельзя. И если все это начинаешь слушать, получается безумие. Мне очень кажется важным, чтобы в конце жизни была бы не медицина, а обычная человеческая жизнь. Нам очень нужны врачи, чтобы снять болевой синдром, чтобы ребенка не тошнило. Но на этом все. Спасибо. Дальше мы пойдем плавать в бассейне, все со своей флорой, так как хотим, потому что это жизнь. Слушай, а вот я сейчас подумала, а ты когда ты после интервью поедешь встречаться с друзьями в бар, и ты сядешь и будешь с ними тоже про синегнойную палочку говорить? Про синегнойную палочку я только на совещании в хосписе говорю. У меня сегодня договорилась с Аней Битовой из ЦЛП в кафе пойти, мы с ней про интернаты будем говорить. А есть другие у вас темы для разговоров? Потому что как бы общепринятое мнение, что вот Лида, святой человек, она собой пожертвовала во имя умирающих детей и конкретного Коли. Не, я вообще не пожертвовала, наоборот, получаю довольно много. Что ты получаешь? Ну, мне нравится с Колей, мне прям удовольствие, потому что пока Коли не было, мне все время хотелось как-то так выстроить свою работу, чтобы я побольше с детьми взаимодействовала. Это вот кажется, что кто в хосписе работает, он все время с умирающими детьми. Нет, я все время с компьютером, с бумагами, на встречах каких-то бестолковых. И это все уже утомляет, и хочется и с детьми. Поэтому я какое-то время даже госпитализировалась в наш хоспис с одной там девочкой Аней, и с ней вместо ее родителей лежала. Но мне хотелось в свой отпуск еще. Хотелось, чтобы я могла с детьми тоже общаться. Вот теперь у меня Коля каждый день общаюсь, так что я рада. Но этот смысл всей этой работы теряешь, когда ты только деньги, компьютер, документы, гранты. Веришь ли ты, что вот эти люди, которые тебя ненавидели, в какой-то момент встанут на твою сторону? Я вижу, как общество меняется на примере других тем. Например, перинатальная программа. Когда я первые 3 года назад писала, что родители имеют право не делать аборт и родить неизлечимо больного ребенка, мы получали кучу гадостей, что хоспису нужны клиенты, поэтому уговариваем мам рожать больных детей, что мама не думает о детях, думает о себе, они эгоисты. Ну, какие-то вообще фашистские совершенно вещи люди писали, и это было подавляющее большинство. Но мы все эти 3 года потихоньку рассказываем примеры разных детей, статьи про них пишем, по телевизору про них показывают, на Фейсбуке мы пишем. И это как-то уже входит в сознание людей, как реальность, с которой мы живем. И уже не так все остро реагирует, уже больше слов поддержки таким родителям пишут. Я уверена, что и про школу тоже год через 3, вот если так методично, медленно про все это писать и делать, то потихоньку будет меняться. А что ты ответишь тем, кто говорит, что ты взяла Колю, чтобы попиариться? Негативно попиариться, чтобы получить много гадостей. Ну, ты на это не рассчитывала, ты же рассчитывала на одобрение. Ну, я вообще Колю-то не хотела брать, то есть не было такого, что я прям села и подумала, ребенка хочу из интерната, так просто обстоятельства сложились. Ну, тебя обвиняют в том, что ты пиаришься на мертвых детях или на тяжело больных? Ну, я просто не очень понимаю цель вот какая этого пиара. Какая у тебя цель, Лид? Денег побольше собрать для детей. И, кстати, это мешает. В смысле? Ну, когда я делаю что-то неугодное обществу, например, Коля ухо проколол, денег для хосписа меньше. Они отписываются от пожертвований?
Когда из школы вот дала, вот я тебе говорила, что люди сказали, не будут больше в акции «Дети вместо цветов» участвовать, подписку свою в хоспис отменяют. Недовольны. То есть любой твой шаг теперь связан с благополучием детского хосписа? Все, что я делаю, оно так или иначе отзывается. Например, если я скажу плохо про власть, то порадуются демократы и станут больше нам давать. Скажу хорошо про власть порадуется, демократы разозлятся и отпишутся. В общем, что ни сделай, кто-нибудь будет недоволен. И это скажется на хосписе. И как ты живешь с этим? Тяжело, вот антидепрессанты пью. А были ли у тебя идеи отдохнуть от всего, уехать, там, не знаю, на пару месяцев с друзьями, развлекаться, выключить телефон, не читать? Не, мне бы не хотелось. Наоборот, я когда в отпуск уезжаю, мне уже через 4 дня обратно хочется. Я стараюсь больше, чем на 5 дней никуда не ездить. Ты трудоголик? Ну, я даже сама не знаю, чем заняться, когда вот у меня нет работы. Мне хочется побольше работать. Тогда у меня как-то время хорошо проходит. А просто лежать, не знаю, скучно как-то. А влюбиться бы ты хотела? Нет, потому что это очень много моральных сил забирает. Может ли женщина быть президентом России? Может, а какая разница, мужчина, женщина, мне кажется, вообще не важно. Хотела ли бы ты быть президентом России? Не дай бог. Чем меньше ответственности, тем лучше. Сказал директор детского хосписа. Ну, хотя бы хосписа, а не страны. Что важнее, любовь или власть? Любовь, конечно. Что важнее, жизнь или смерть? Жизнь, конечно. Что важного ты узнала про смерть с тех пор, как ты уже 15 лет с этим работаешь? Ну, что она может быть не страшной, потому что, когда все говорят про смерть, это воспринимается прям как ужас, и что-то, о чем лучше не думать. А вот если про это подумать, заранее спланировать, где ты хочешь, чтобы ты умер или твой ребенок умер, как ты хочешь, чтобы все это было, кто чтобы рядом был, то вместо там трубки в горле, реанимации, привязанных рук, ты можешь лежать на своей кровати рядом с своими близкими, слушать любимую музыку, и все это может быть довольно мирно. И теперь, в общем, я думаю, что от того, как мы заранее про смерть подумаем, спланируем, если мы не будем бояться про это думать и говорить, очень много зависит, как человек может умирать, а потом как родственники будут про это вспоминать, как про самый страшный день их жизни или как про самый важный день их жизни, когда там много любви было в этом дне. Коле нравится его первая осень на воле? Сейчас он не очень себя чувствует, а так вообще он очень мечтательно рассматривает листочки. Мы ему показываем, он прям взглядом может проследить за ярким. А, да? Ну да, это вот очень интересно, когда ты забираешь человека 12 лет, и у него вдруг все впервые в жизни. А мне просто кажется, что на человека, который никогда не видел желтых листьев, должно произвести какое-то неизгладимое впечатление. Мне вот интересно, какое впечатление на него снег первый произведет.